noches, Буэнос-Айрес. Так, ребят, мы проснулись, поняли, что у нас дома нет горячей воды, хозяин придет позже, и столкнулись с еще одной интересной особенностью. Здесь розетки вообще другие, и мы даже зарядиться не можем. Поэтому мы идем завтракать, купим симки и купим переходник. Ну а прежде чем пойти, наш лифт. Я его вызвал. Потом отодвигаю. Дашуля, давай. Двигай эту, двигай ту. Прикол, конечно. Вообще, что дом, что квартира. Нажимаем. Что дом, что квартира очень винтажные, очень интересные. То есть они как бы старые, но такие, знаете, классические, как вот парижские какие-то вот в центре. Сейчас покажу. Вот примерно так выглядит все на улице. Это больница, кстати говоря. Все очень чистенько, но это район очень хороший. Время утра, все гуляют с собачками. Вот мы вышли к какому-то парку. Все очень как-то миленько, красиво, по-европейски. Все так выглядит аккуратно, все чисто. В общем, в плане визуала вообще какие-то новые впечатления. Но надо понимать, что мы из курортного Батуми, где море, туристы, мы все-таки приехали в столицу большой страны. И это прям большой мегаполис. Вот, со своими плюсами и минусами. Вот. Но мы их еще не знаем ни тех, ни других, поэтому с самого нуля, с самого начала будем узнавать, познавать и рассказывать вам. Ребят, обязательно поставьте лайк под видео, напишите, были ли вы когда-нибудь в Аргентине и что вы вообще о ней знаете. Ну и так, пару слов нам напутствия. Тем более, что комментарии помогают продвигаться этому видео. А это мне очень важно. Так что спасибо. Мы с Дашей зашли в торговый центр. Нам нужно симки купить. Вот. И прошлись по первому этажу, нету ничего. Я говорю: Даш, ну обычно у нас все эти операторы, там, островки с симками, они внизу. Она говорит: ну обычно у нас это где? Типа в России? Я говорю: ну да, с другой стороны шарика. Она такая: ну, здесь же все наоборот, вверх ногами. Я говорю: ну, значит, в самом верху надо искать. И мы реально пошли в самый верх и нашли. Железная логика работает. Gracias. За наш приезд мы долго это планировали, сложно реализовывали, и даже с небольшими рисками, но все получилось. Ура! Ура! Ребята, мне кажется, я очень отвык и соскучился по вот такому. Это что, Даш? Это со шпинатом что-то. Паста это или что это? Ну, это, я думала, что это равиоли, а это что-то другое. Похоже на блинчики со шпинатом. В соусе сальса с сыром. Выглядит потрясающе. Но это не все. Мне тоже принесли. Это просто вау. Дорвался. Купили его вкуснейший кусочек стейка, прожарки медиум. Это все в соус сальса. Это просто невероятно. Ребята, это так вкусно. Язык проглотить можно. Ура! Это правда, мне кажется, один из самых офигенных стейков, которые я когда-либо в жизни ел. Мясо просто разваливается на языке.
Это чоризо и вино Мальбек. Это потрясающе. Ола, Аргентина. Я прям в восторге вообще от вкуса этого стейка, от структуры, от подачи. Это, наверное, лучшее вообще, что я пробовал когда-либо в жизни. Это был лучший стейк. Мне очень понравилось. А так как у нас разница времени с Москвой 6 часов, с Батуми 7, а с Екатеринбургом 8, мы сейчас идем в магазин, закупимся едой и всяким необходимым и пойдем общаться по видео с нашими близкими, потому что со всеми хочется поговорить, все обсудить и, во-первых, поделиться тем, что у нас произошло, а во-вторых, узнать, как у них дела. Вот такие планы. А у нас на данный момент всего лишь 3 часа дня. Представьте, в ЕКБ уже 11. Кошмар. Да, ребят, цены, конечно, мне в продуктовом очень нравятся. Но чтобы вы понимали, вот мы взяли сыр, это бри, и колбаска фует. На 250 рублей получилось. Пиво крафтовое ИПА, банка 50 рублей. Вино белое, бутылка по акции 200 рублей. Стейк мраморной говядины 200 рублей. Я в шоке. Это как так вообще, а? Молоко 72 рубля получалось. Красота. Мы сегодня сделали основные дела с утра. Со всеми созвонились, потому что там на родине у нас уже вечер. И идем гулять. Вот такая входная группа у нас. Дверь открывается с ключа. Да, Дашуля. На улице, кстати говоря, более-менее тепло. Вот сюда. Мы сейчас пойдем быстренько поедим и пойдем гулять, уже смотреть город, потому что мы уже здесь второй день, а почти что ничего не видели. План такой. В общем, мы с Дашей заказали всяких вкусностей. Я бургер американский, а Даша пасту с ветчиной, с рикоттой, и это все под соусом 4 сыра. Это прям было просто ням. Это очень вкусно, это очень качественные ингредиенты, отличная подача и, честно говоря, очень недорого. Мы испытали прям огромное наслаждение, наелись и идем гулять по городу. В Буэнос-Айресе вполне себе очень такая квадратная схема построения города. Есть главные улицы, широкие улицы, авенидо, ну типа как авеню. А между ними 5 улиц маленьких, узеньких. Как правило, все улицы односторонние, поэтому пробок нет, передвигаться просто. Вот. И мы сейчас на одной из авенидо. 3 полосы в каждую сторону. Ходят автобусы. Рядом парк. Мы тут гуляли и нашли ботанический сад, решили зайти посмотреть, что тут есть. Пахнет уже вкусно, но мне кажется, еще цветов маловато, наверное, еще не зацвело. Сейчас все-таки начало весны. Да, симпатично здесь, много всяких разных растений, какой-то старый дворец. Разные скульптуры необычные. Интересное место. Чтобы погулять, прийти, это вообще отлично. Прям. Буквально через дорогу, рядом с площадью Италии, находится экопарк Буэнос-Айреса. С небольшим водоемом, с какими-то, то ли это храм, то ли что-то такое. Опять же, много деревьев. Все зелено, красиво. И так как сегодня воскресенье, тут достаточно много людей гуляет. Место довольно популярное у местных. Мы сейчас гуляем по парку и увидели, что какие-то животные ходят. Прикольные, как большие зайцы, но уши маленькие. Даша говорит, что это какие-то капибары. Капибары, я думала, но нет, это не они. Нет, они немножко... Капибары — это водосвинка? Домашний енот. Не, вот это, кстати, похоже. Ну, в общем, капибаров нашли тут.
Чё? Надо еще походить, может, и пивоваров найдем. Даша там всякими современными технологиями узнала, что это патагонская мара, А не капибара. а не кофевара. Все, больше мы ничего не знаем. Да, в этом парке помимо интересных растений еще оказывается много животных. Даша бобра увидела, обезьянок. О, да, бобер, классно, сейчас покажу. Экопарк однозначно классный. Тут животные находятся некоторые прям в полной свободе. Гуляют, летают. Мы тут также увидели буйвола и увидели попугаев, которые просто вот поют на деревьях. Красота. Мы перешли дорогу в какой-то другой парк, и, ребята, здесь попугаи сидят на деревьях и поют, как тот самый мой попугай в детстве, который жил у меня дома, Степка, его звали. Это ты называешь поют? Ну, как умеют, знаешь, мы с тобой тоже не певцы. Цветочки делают. А здесь столько пространства, столько места свободного. Вот, люди гуляют, катаются на скейтах, на роликах, на великах. Классно. Вот. И на катамаранчиках, или как они называются, вот там вот. Мы сейчас пойдем покажем. А, да, катамаранчики вот там на пруду. В общем, как-то вот складывается картинка, что мы действительно в большом городе. Это уже непривычно даже. За год, правда, отвык. Вообще ничего не боятся. Прям вот тут стоят и тут пьют. Выпивают. Ну, в общем, парк отличный. Атмосфера очень интересная, такая американская. Вот, где люди танцуют, катаются на роликах, гуляют, плавают. Тут же птицы всякие интересные. Вот. А через дорогу мы даже увидели какой-то митинг. Вроде бы даже мирный. Вот. Ну, мы направляемся в сторону дома. На сегодня мы нагулялись. Надо делать дела. Мы идем по какой-то очень красивой улице. И в стороне остаются вот такие шикарные жилые кварталы, жилые комплексы с большими балконами. Много растений на них. Сверху есть еще сады на террасах. Ой, вообще вот чувствуется, что со вкусом у людей все хорошо. Строят они, ну, вот для себя. То есть они как-то облагораживают свое пространство, свою жизнь. Мне прям очень нравится. Даша вообще в восторге. Красиво. У нас новый день, но хочется рассказать, как тут все шло. Вчера в какой-то момент мы поняли, что у нас нет горячей воды. Значит, я связывался с хозяйкой, она учила меня, как пользоваться этим газовым котлом, чтобы вода была. Оказывается, если дверь посильнее открыть, она нажимает кнопку на газовом котле, и он выключается. Вот. Далее, разобравшись с горячей водой, вечером, после того, как погуляли, пришли домой, у нас течет с потолка. Прямо вот на кухне, где светильник, оттуда капает вода, залила весь пол. Но мы подставили тазик, Даша все вытерла, я написал хозяйке, она прислала, в общем, там людей,
воду перекрыли, все. Сегодня мы просыпаемся, у нас на кухне нет света. Видимо, из-за этого же. А после света не стало во всей квартире, и, соответственно, выключился интернет, не зарядить ноутбук, и где-то к обеду работа встала. Вот. В общем, сегодня сплошь решаем какие-то бытовые вопросы, которые очень сильно отвлекают, абсолютно нам не нужны. Ну и как-то это прям раздражает, если честно. В общем, думаем поменять квартиру. Ну, на пару дней еще тут останемся, но уже активно смотрим другие варианты. Ну и вообще хотелось бы заехать в квартиру уже надолго. Вот, что еще? Гош прилетел. Сейчас идем обедать с Гошей. Увидаемся, пообщаемся. Не виделись мы с ним с прошлого ноября, по-моему. Конечно, ему огромное спасибо за такое приветствие нас, как он все организовал. Вообще фантастика. Вот. Ну, в общем, сейчас будем судачить о том о сём. Все обсудим. Бонжорно! Ну мало ли что, останется на память. Здорово. Привет. Ну, с приездом. Спасибо Даша, большое. привет. Приятно познакомиться. Ты прям выглядишь уже как аргентинец. Слушай, Ола. мне в Чили говорят, что я американец. Здесь мне говорят, что я аргентинец. Это вот принесли овощи гриль. Целая картоха. Целая. Вот лучок гриль я люблю. А это рибай. Было хорошо, было вкусно. В конце концов, это был рибай, овощи на гриле и салатик капрезе. Вот. Гоша уже с шлемом. А еще Гоша здесь купил мотоцикл и сказал: будет желание, катайся. А мой еще не продался. Стоит в Батуми, ждет нового хозяина. На улице тепло, невероятно хорошо. Вышло солнце и как-то даже прям уже ближе к лету как будто бы. Вот. Мне уже очень хочется, чтобы было тепло, можно было ходить в футболке. Сегодня будний день, на улице действительно много машин. Предыдущие 2 дня мы ходили по нашей улице Австрия. Улица Австрия у нас. Вот. И было довольно пустынно. А сейчас вообще полно. Даже автобусы ходят. Вот, например. Да, ребят, у нас веселые истории с этой квартирой продолжаются. Вчера у нас не было электричества. Пришел человек, устранил вроде бы течь и включил электричество. Но включил электричество сперва не везде, а кроме кухни. Потом он пришел и что-то там еще делал. В итоге он и в кухне тоже включил. Но не было воды на кухне. То есть мы ходили наливать чайник в ванну, и посуду мы мыли в ванной. Сегодня с утра сказали, что придут, запустят воду. Пришли, запустили. Результат: у нас мокрый пол. Ведро подставлено и капает. В общем, это какая-то нескончаемая история. Но, это еще не все. После того, как запустили и начало капать, я снова написал хозяйке, что снова течет. В итоге во всем доме отключили воду. Теперь даже в ванной нет воды. Ну, хозяйка уже сама сказала, что типа найдите другую квартиру, где вам будет уютно и комфортно, потому что это капец. Ну, вот эту ночь мы жили бесплатно. Она сама сказала, что типа, раз так, вот тогда живите бесплатно. Ну, в общем, все, мы уже забронировали новую квартиру. Она уже оплачена, находится недалеко отсюда. Ну, на пару дней мы ее забронировали. Дальше уже, если будем продлять, то не через Airbnb, потому что там все равно свои комиссии и всякие там наценки. Все, мы собираем вещи. Снова вот эти вот чемоданы.
все собираем и переселяемся в новую квартиру. Но прежде мы сейчас зайдем еще к Гоше, он там нам денег поменял с долларов на местную валюту в наличке, то есть он по какому-то этому курсу, черному курсу, как он, Blue Dollar называется, в 2 раза выгоднее, прикиньте, в 2 раза курс. Вот так вот, поэтому вон Гоша там съездил, все поменял. Мы сейчас к нему зайдем, заберем деньги, поедим, поедем на просмотр квартиры в долгую, и после этого придем сюда и будем заселяться в другую посуточно. В общем, пока, как и год назад, в самом начале, эти жизненно важные вопросы, основные, они отнимают очень много сил, времени. Хотелось мне, конечно, сегодня там плотно сесть, поработать, мне надо доделать выпуск, мне надо сделать для клиента ролик. Мне надо, в конце концов, изучать испанский. И еще там я начал изучать Python. И плюс к этому у меня еще есть своя основная работа. Вот. В общем, очень много времени хотел потратить именно на это. Но жизнь несла свои коррективы. И мы сейчас занимаемся бытовыми вопросами по большей части, к сожалению. Но ничего страшного, мы когда-нибудь это все-таки преодолеем и уже пойдем на следующий этап. Кстати, ребят, сегодня 26 сентября и ровно год, как я покинул свою квартиру в Екатеринбурге. Больше я там ни разу не был. Ее продали без меня. Даша этим занималась. И получается, что год уже я не живу в России. Вот такая знаменательная дата сегодня. Надо будет с Антохой созвониться, потому что все-таки этот путь мы проделали вместе. Есть что повспоминать. Все, ребят, жить в такой квартире больше невозможно. Мы сняли другую, уезжаем. Да, ребята, это, конечно, приключение, потому что мы решили залезть в один маленький Volkswagen. Хотели вызвать 2 такси, но водитель сказал, мы поедем в одном. Смотрите. Все 5 чемоданов были загружены сюда, и мы еще вдвоем тоже. Фантастика. Очень эргономичный дизайн. Так, ребят, мы заселились буквально за 20 минут в новую квартиру. В смысле, это прям перевезли вещи. Давайте покажу вкратце. Значит, у нас вот такая кухня есть. Ну, небольшое, так прям скажем, рабочее пространство. Зато есть кофеварка, чайник, тостер. И что это? Ростер и микроволновка. Ну, в общем, ну это типа как духовка. Ну, это успех, я считаю. Мы можем вообще тут уготовиться просто. Большой холодильник шикарный. Ну, не шикарный, обычный, но в смысле по сравнению с предыдущим шикарный. Очень чистая комната, светлая, красивая. Вот там будет мое рабочее место и наш обеденный стол. Ну, либо мы будем есть здесь за журнальным. Тут мы уже вещи разложили, раскидали. Вон тут Даша уже чилит, отдыхает. Все-таки 20 минут переезда это серьезная история. Вот. Здрасте, здрасте, это я. Там у нас ванна. Прям ванна. Вот. Я надеюсь, я приму ванну впервые за долгое время, потому что в Грузии не было ванн вообще. Здесь красивая белая спальня с большой кроватью, шкаф и вид с 16-го этажа. Вот такой. Вот такой. Так, ребят, у нас сегодня уже, я даже не помню, какой 4-й, наверное, день в Байресе. Начинается он у нас рано, где-то 5:30 утра я просыпаюсь. Сразу же сажусь за работу, потому что работаю с Россией, а времени в России на 6 часов больше. С Москвой, с ЕКБ вообще на 8. Вот. Поэтому, да, я с утра делаю рабочие дела, а вторую половину дня мы занимаемся личными вопросами, как сейчас, например, поиск квартиры. У нас сегодня очередной просмотр. Даша находит там варианты, мы ходим, смотрим. На самом деле, то, что уже могу сказать, какой вывод, это то, что в Байресе в среднем квартиры лучше, чем в Грузии. То есть при той же цене состояние квартир намного лучше. Ремонт лучше.
Это только внутри. Ну и плюс еще архитектура дома снаружи. В общем, картинка, честно, поинтереснее. Но условия в Грузии арендовать квартиру подешевле получается. И плюс риэлтору платят не арендаторы, а собственники квартир. Здесь схема, конечно, обратная. Поэтому, чтобы арендовать квартиру, готовьте примерно 3 платежа. Как тут прикольненько. Полки, полки, шкафы. Я первичная комиссия в нашей семье, а ты пост. Ага. В общем, квартира, прежде чем попадет в наши руки, должна пройти через несколько фильтров. Вот. И мы с Дашей, в общем, выкручиваем руки им вообще и выуживаем. Но на самом деле и они нам тоже. Там столько денег надо отдать. Вообще обалдеть. Как квартира? Слушай, мне понравилось. Ну что, такая квартира. Ну, мне даже она больше понравилась, чем прошлая. Да, мне тоже. Мне прям вот вообще в ней хорошо. Она прям комфортно. Отдельная кухня, да, она не супер современная, но она отдельная гостиная и отдельная спальня. И куча шкафов вообще прикольная. Короче, вот. Мне кажется, там будет возможность и поготовить нормально, там не тесно, и отдохнуть, и гостей встретить. В общем, неплохо. Обалдеть, ребята. Я такое, мне кажется, только в Discovery видел. Это автоматическая парковка для автомобилей. Человек приходит, ставит машину на рельсы, паркует и уходит. А дальше лифт автоматически забирает ее и определяет в какую-то из ячеек где-то там наверху. То есть поднимает, поворачивает и выгружает в какой-то ячейке. Класс! Я вживую такого не видел. Хотя сам за рулем много лет был, но почему-то никогда не сталкивался. Фантастика. Мы пришли к Гоше, он без усов. Он говорит, я смотрел видео, как закручивать усы, решил, что не хочу тратить на это время. Вот так выглядит помолодевший аргентинец. Ну, собственно, как в лучших традициях любой компании, кухня объединяет всех. Мы сегодня сидели здесь на кухне, Гоша на месте повара, попиваем винцо, болтаем, общаемся. И сегодня у нас на ужин какие-то стейки. О, какой-то сыр прям интересный. Это какой, Гош? Это бри, камамбер. Так, ну что? Хвастайся, что сегодня на ужин? Сегодня у нас часть бычка называется энтранья или диафрагма. Это альтернативный стейк. Сейчас у нас он заготовлен в духовке, наверное, минут 10-15 он полежал в духовочке, согрелся. Сейчас осталось буквально по 30 секунд с каждой стороны. Мы его хлоп-хлоп обжариваем, и все будет готово идеально. Так что сейчас мы настраиваем таймер. Поскольку мы в Аргентине, таймер у нас тоже на испанском. Слушайте, классно. Мы давно не могли встретиться, и сегодня я уже Гоше записал сообщение, что типа хорош. Мы реально прилетели уже 4 дня назад, мы не можем толком повидаться, посидеть, поболтать. Ну так, пообедали только разок. Он говорит, ну, в принципе, да, приходите ко мне в гости. Приготовил ужин, сказал, ничего не надо. Ну, мы так, бутылочку вина взяли. Кстати, бутылочка нормального вина Мендоза обошлась в 150 рублей. Оно прям нормальное. Гоша сегодня шеф, готовит стейк-минутку, салатик и пюре. Вот такой у нас ужин. Классно приехать вообще в другую часть света и иметь возможность сходить в гости к своему приятелю. Это удивительно, это необычно, это здорово. Ну, красота же, все готово. Да. Ой. Гош туда еще карри добавил. Да, карри мне очень понравилось вместо добавлять. Ну, пахнет обалденно. Так. Ну, надеюсь, на вкус тоже. Давайте.
За встречу, получается. Да, в новой стране. Давайте встречаться чаще и в разных странах. Блин, это прикольный тост. В Грузии мы уже виделись. В Турции тоже. В Турции тоже. Кстати, оставлю ссылочку, да, там. На предыдущий выпуск. Хорошо отдохнули. Было здорово. Ну а теперь черед Аргентины. Ола, Аргентина. Picking up pieces of you. Think about how can